Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю очень освежающий, нежный, тающий буквально во рту торт малиновое мороженое. Торт готовится очень просто и быстро, приготовить его можно даже без выпечки. Нежнейший тортик, идеально держит форму даже в жару. Я покажу для этого правильные пропорции. Приготовлю самый быстрый шоколадный корж. Для шоколадного коржа нам понадобится 110 грамм муки, 20 грамм какао-порошка и 5 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставляю в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, щепотку соли, 8 грамм ванильного сахара, 80 грамм сахара. Перемешиваю все просто большим венчиком. Вы можете перемешивать здесь и миксером. 80 миллилитров молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Как я уже сказала, при желании вы можете все это взбивать миксером, но это особо не повлияет на результат. Просеиваю туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекается корж буквально за 20 минут. Форма у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Также можете брать смело круглую форму 24 сантиметра в диаметре. Я все это напишу в описании под видео. Выпекался корж у меня 20 минут на среднем уровне, без конвекции. Духовку, конечно же, во время выпечки не открываем. Сразу же, как только я могу дотрагиваться до формы, я извлекаю корж из формы. Срезаю у него сейчас шапочку. Шапочка нам понадобится для начинки. И нижний корж как основа. То есть справится с приготовлением этого коржа даже человек, который вообще никогда ничего не выпекал. Корж приготовила, отставлю пока в сторону. Итак, приготовим малиновую основу. 400 грамм замороженной ягоды, у меня здесь малина. 100 миллилитров воды и 100 грамм сахара. Просто доведу до кипения. Ничего кипятить не буду. Ягода закипела. Сейчас перетру все это через сито, потому что малина имеет огромное количество косточек. Итак, отставлю все это в сторону до остывания, до комнатной температуры остужу все это, не до холодного состояния. 250 грамм размягченного сливочного масла. Взбиваю примерно 2 минуты до пышности. Долго взбивать здесь не имеет смысла. Мы будем такой мягкий крем готовить для начинки. 1 банку сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. У меня европейская банка 397 грамм, вы можете и 380 грамм использовать, 360. Все это на ваше усмотрение. Взбиваю здесь вот внимание, не до устойчивых пиков, а именно до такого мягкого состояния. Потом, когда крем затвердеет в начинке, это будет залогом того, что начинка будет нарезаться не как такой тяжелый масляный крем, а именно очень нежная мягкая начинка. Шапочку, которая осталась от бисквита, я измельчила и вмешиваю в крем. Сразу же ничего здесь не жду, выкладываю все это на корж. Разравниваю. Как только разровняла, так аккуратно, ставлю сразу ацетатную пленку. Вы можете этого не делать, если у вас форма высокая. Я делаю, потому что у меня форма низкая. Уберу пока что в холодильник, пока приготовлю йогуртовый крем. Нужно разровнять так, чтобы потом в разрезе было более или менее красиво. 50 грамм какао-порошка для выпечки и 100 грамм крутого кипятка. Наливаю в какао-порошок. Сразу же все перемешиваю, потому что комкуется очень быстро какао. И отставляю в сторону. 800 грамм йогурта комнатной температуры и 250 грамм сахара. Йогурт здесь берите как можно более жирный. У меня греческий йогурт 10% жирности. Все перемешиваю и пока отставлю в сторону. 30 грамм желатина и 150 миллилитров холодной кипяченой воды для желатина. Сразу же нужно перемешать. Иначе комочками пойдет весь этот желатин, и вы потом ничего не сможете с ним сделать. Отставляю в сторону, чтобы вся эта масса набухла. 350 миллилитров сливок для взбивания не менее 30% жирности и 16 грамм ванильного сахара. Взбиваю до мягких пиков.
Сливки не должны быть здесь очень сильно охлажденными. То есть все такое комнатной температуры. Всю эту йогуртовую массу с сахаром я добавляю сейчас уже к сливкам. Заметьте, что в сливки отдельно сахара, кроме ванильного сахара, я уже не добавляла. Количество сахара я здесь уменьшать не советую, потому что и какао здесь горький порошок, и также малиновая начинка, несмотря на то, что я добавила в нее сахар, она еще очень-очень кислая. Импульсами я растопила желатин в микроволновке, набухший, конечно же, желатин. И сейчас я добавлю немного уже кремовой массы в желатин, чтобы просто выровнялась температура. Потом это будет удобнее нам объединять. Йогурт обязательно комнатной температуры следует брать для всего этого приготовления. Быстро перемешиваю, ничего здесь ждать нельзя. Сила желатина в данном случае у меня примерно 200 блюм, не меньше. Все сразу же перемешиваю, уже ничего не взбиваю, просто до объединения массы. И сразу же сейчас на весах в остывшую до комнатной температуры малиновую массу я добавляю 650 грамм вот этой йогуртовой смеси. Перемешиваю. Это можно просто сделать лопаткой, не обязательно здесь миксером перемешивать. Она очень хорошо объединяется. Еще раз повторяю, ни в коем случае вот эта малиновая смесь не должна быть холодной. В оставшееся количество йогуртовой смеси я добавляю какао-массу. Все просто перемешиваю до объединения, ничего долго не взбиваю. Масса готова. Прохожусь еще по дну миски просто лопаткой, потому что многое может не размешаться. И сразу же, ничего ждать нельзя, собираю торт. Здесь я использую вот такие вот половники. Вы же можете использовать, если у вас их нет в наличии, двух одинаковых половников, просто две какие-то одинаковые кружки, допустим, или чашки, чтобы главное удобно вам было держать и чтобы они были одинаковые. И аккуратно выливаю на корж. Здесь я, конечно, все это ускоряю видео, но делать это нужно достаточно аккуратно, но и не затягивать этот процесс, потому что желатин схватывается очень быстро. Самое главное здесь, чтобы у вас был качественный желатин с хорошим сроком годности еще, потому что зачастую такие десерты, они очень простые, эти десерты, на мой взгляд, они не получаются просто именно из-за того, что берут некачественный желатин люди. Обратите на это просто внимание. От качества желатина зависит, можно сказать, 90% здесь всего успеха, потому что просто невозможно что-то сделать неправильно в этом торте. Сразу отвечаю на вопрос в комментариях. Можно ли это сделать на агар-агаре? Теоретически можно, конечно, но по вкусу именно шоколад с агар-агаром это вообще, как бы на любителя, на мой взгляд. Все, что с шоколадом и с агар-агаром, это очень большой вопрос. Поэтому я стараюсь всегда такие торты делать только с желатином. Но теоретически это сделать можно. А там уже я советую сделать на маленькую порцию, как у вас уже это получится. Но я вот отвечаю на вопрос, потому что очень много вопросов задают по агару в комментариях. Сейчас вот так шпажкой, именно по верху этого рисунка я делаю вот такие борозды, не углубляясь внутрь, иначе рисунок просто нарушится. Обратите на это внимание. Убираю всю эту форму сейчас примерно на 4 часа в холодильник, чтобы хорошо стабилизировалась масса. Нельзя убирать на меньшее количество времени. Итак, торт у меня уже хорошо застыл после холодильника. Аккуратно снимаю ацетатную пленку. Если у вас нет ацетатной пленки, вы можете использовать просто обычные канцелярские папки. Резается превосходно. Обычным ножом нарезаю. Идеально держит форму этот мусс и при комнатной температуре, и в жаркую погоду. Ничего с ним не будет. Главное взять, как я уже сказала, качественный свежий желатин. Очень удобно этот торт также подавать в качестве порционных пирожных. Разрезается идеально даже на очень мелкие кусочки, благодаря своей текстуре. Я не советую здесь убирать вот эту прослоечку с масляным кремом, она дает сливочность всей этой конструкции. Торт прекрасно надламывается вилкой, он не превращается в кашу, и в то же время он тает буквально во рту. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.